Невероятная тусовка. 2022 год. Начало. Приезжаем на объект. О! Оп. О, прикольно. Кстати, меня ни разу не снимали на Да. эту штуку. Звонить час или А, кстати. на подходе? А какому нам? А, нам же надо еще какому-то человеку позвонить. Алло, добрый вечер. Александра беспокоит. Кот. Турецкий кот? Да. Белек и чеки, что ты спросил? Белек и чеки? Белек и чеки? Я ему говорю, нет, не белек и чеки. Его зовут Сина. Помните? Сима, Сима. А Сима? Сина. Сина или Сима? Сима, Да. можно на каком бар работаешь? Слушай, тебе чего нужно? Нет, я просто хотел вам резервацию. Не, спасибо, у нас есть кому звонить. Ну хорошо, в этом есть резервация. Спасибо. Говорят, народ еще подойдет. Там, короче, Шерлок. Хэппи бар. Это все бары разные в клубе. Они платят аренду, короче. И тусуются. Это видео. Здорово. Смотрели местные клубы. Я ни разу не была. Сначала было не весело, да? Я вот эту икону брала, чтобы семья все-таки сохранилась. Думаю, раз я прошу сделать какое-то пожертвование, я взяла вот эти вот иконочки, которые потом отнесла в церковь нашу. Ну, не все могут приехать в Турцию, но хотя бы у людей была возможность приложиться к такому святому месту, потому что приложено к мироточащему саркофагу. У меня у туристов мироточить начали у 3 в Красноярске, в Челябинске, в Харькове. Ребят, на минуточку отвлекусь. Вот эта лагуна называется Беймелек. Беймелек. Переводится как господин ангел. Ребят, здесь пресная вода, поэтому камыш растет. И здесь синих крабов выращивают. Подбивают, там есть фабрика, из них делают такие котлетки из мяса синего краба. Видели синих крабов?
Вот смотрите, сейчас вот ресторан, и сбоку на фотографии синий краб. Вот он. У них брюшко белое, а вот клешни мухи плавали в мире. Их собрали, и итальянцы, в плащевицу, и побежали в Порт-Андриаки, чтобы когда иконы покупают, говорят, много туристов, дни рождения, по 25 автобусов от агентства, представляете? От одного, а их сколько у нас? И вот поток идет, нам приказ, приложили к стеклу, назвали имя, пошли. Во время бурь Кекова была прекрасная защита. Переждать непогоду, все сходили за остров. Понятно, да? Сначала будет информация. Вам иконы вот так будут поднимать, показывать. Я вас очень прошу проявить уважение, дослушать информацию до конца. Представители от храма к вам подойдут, сориентируют вас в ценах. Понятно, да? Кому-то хочется хорошую икону, которая будет передаваться из поколения в поколение по наследству, а кто-то нету возможности, хочет хотя бы маленькую взять, приложить к мироточащему саркофагу. Хорошо, мы золотые, поэтому вам там подойдут, вы потом сориентируетесь. Хорошо? Понятно, да? Как только закончили, отсюда мы дальше идем в церковь. Проходим, пожалуйста. Уважаемые, ближе вставайте, чтобы те, кто позади вас, тоже могли разглядеть. Христос воскрес! Как вы уже сами знаете, это самое святое место, которое связано со святым Николаем. Многие до посещения храма желают приобрести икону, чтобы приложить к гробнице. По православным канонам Никейское чудо является семейным. Много Бога, помощников, оберегов. Сейчас восстанавливают. Фрезочки пытаются восстановить храм. Хорошо, мы золотые. Поэтому, пожалуйста, дружно проходим. Никола Пинарский, Святой Николай. Но храм посвящается именно архиепископу Мирликийскому. Поэтому, ребят, лик Святого Николая при жизни, как он выглядел, ребят. Вот вы сегодня сможете увидеть вот здесь, это на фреске. Если вы посмотрите за моими руками, я хочу показать. Это все от храма. Вот это тоже интересная фреска. Чем это интересная фреска? Иисус Христос, Пресвятая Богородица и Иоанн Креститель. Просто мы привыкли с вами, что по правую руку от Иисуса Христа всегда Пресвятая Богородица, а по левую руку всегда Иоанн Богослов, да? И тот же сразу же в центре крест высеченный, да? Чешуя. Ихтиус с греческого переводится как рыба. Почему рыба всегда являлась символом христианства? Рыбкой помечали себя христиане, чтобы отличаться от язычников. Это саркофаг, ребят, из мрамора. Это саркофаг для архиепископов данной церкви. По анатомии, ребят, через 50 дней плоть отделяется от кости. И смотрит, какого цвета кость. Если кость белая, значит человек грешный, такой же грешный, как мы все. Но если на костях появляется такой янтарный налет, это означает, что человек вел праведный образ жизни. Мощи святых, ребят, всегда темно-коричневого цвета. Понятно, да? Ребят, а теперь смотрите. Непосредственно 4 маленькие колонны отмечают место алтаря, где вел службу сам Святой Николай. Подойдите чуть поближе, потому что не все поместились. И вот смотрите, ступенечки, да, как в театре. Ребят, это место для Ликийского собора. То есть Ликийский собор собирался именно здесь. Видите, 4 стороны одинаковые, но распятие на крестах это всегда была самая позорная смерть. Сзади подсекали, где за коленями сухожилия, чтобы человек не мог упираться, чтобы он свисал. Потом копьем протыкали плевру вокруг легких, чтобы жидкость вытекла, чтобы человек задыхался. То есть это должна быть мучительная смерть, понимаете? Черви, бубны. Греки. Греческая битва со львами. Говорят, здесь с животными дрались. Посмотрим барельефы, орнаменты и кладку. Акрополис, гробницы делали в скалах.
На что вот я смотрю, пойди его вообще знает. Разбросанные куски истории. Это же не все здание. Ох. Какой проход. Отлитый видно. Угу. Это мед. Это, походу, здесь был Вася. Хоп, 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 хоп. Баскетбол, баскетбол, хоп, хоп. Сколько же здесь историй было, а? Это вообще... Кто здесь сидел? Кто выходил? Алло. Камень. Коршун, братан. Кролики, братан. Петухи. Утка, братан. Капитан очевидности Александр в деле. И слоны. Александр и слоны. Для любителей яиц. Можно покрупнее, пожалуйста. Можно катать в руке. И вы долго ждали его с нетерпением. Камень победителей. Камень вождей. Левая часть султанит. Чисто лев, братан. И динозавр бык. Это он, походу. Султанит. Опачки. Опа. Из Турции чисто себе камень привезти. Это бирюза. Правда, что бирюза. Еще кажется, мне надо попить трафлю. Так это... Море. Один раз не море. Снова здравствуйте. Мы с вами на пирсе из бетона. Это программа «Как строились корабли». Наш спонсор показа сегодня Яхта, дети, быстренько наносит яхты, посмотрите, черепаха есть. корабль Калпан. Корабль Калпан. Это Синдбад-мореход. Это Синдбад-мореход. Это Синдбад-мореход. Мореход! Синдбад. Чё будет? Ой. Любит путешествия. Сам Жак-Ив Кусто получал здесь разрешение для исследования морского дна. И он определил, что одна из глубоких точек 155 метров. Вот с левой стороны уже начинается античный город. Ликийцы при постройке домов не использовали дерево, только камень. И имели 2-3 этажа. Дверной проем, оконный проем. Ребят, христианство, хоть и запрещено была религия, христиане были, ликийцы были очень свободолюбивый народ. Так, в воде увидели латинская буква Л, лиман. Лиман, видите? Ребят, вот это, здесь был порт. Вот. И отсюда уже распространялись по всему городу на маленьких лодочках. Л, лиман. Турки до сих пор используют это слово лиман как порт.
показывает этот саркофаг. Все увидели, ребят? Хорошо. Поедем. Скинете видос? Метров 50 пройти, правее. Вон прямо отсюда. Можете прямо по тропинке до начала каньона. The hardest thing to tell is what comes first. Is the hands doing something that it's used to doing, or is the mind leading the hand? And that is the hardest thing to tell. If you get away from the tonality and just hear what the rhythm sounds like. Мы, короче, пришли на картинг. Здесь есть пальма. Походу нету картинга. Картинг.